Как ни парадоксально, милое и мрачное отлично гармонируют. Контраст цепляет взгляд и заставляет его задержаться чуть дольше. Мне стало интересно разобрать, как этого эффекта добиваются в играх и не только. И сегодня, на примере инди-хоррора Rental, я поделюсь с тобой 4 столпами кьют-хоррор эстетики. Погнали! Впервые я наткнулась на Rental на Pinterest. Не самое типичное место для поиска игр, но кадр с белым кроликом, бредущим по жуткому темному коридору, мгновенно привлек мое внимание. И что же? Это оказался не просто арт, а скриншот из целой игры, которую можно пройти меньше, чем за 10 минут, да. У меня на прохождение ушел час. Я долго не могла найти выход из лабиринта. В какой-то момент даже начала схематично его зарисовывать, чтобы понять, как выбраться. Карта в итоге неверная, но зато я осознала логику передвижения и смогла завершить игру. И знаешь что? Мне мало. Хочется больше таких проектов. Но что именно меня зацепило? И как этого добиться? Так как скачала игру я в первую очередь из-за визуала, начнем с него. И короче всего внешний вид Rental описывает слово «ностальгичный». В детстве у меня не было консоли, но культурный фон приучил нас испытывать ностальгию при виде угловатой графики и наложенного поверх шума. Будто возвращаешься в беззаботное детство, когда главная проблема – это то, что мать выключила телек из розетки перед уходом на работу. Я включала его, пока ее не было. Только тш. Самый простой и ленивый способ добиться нужного эффекта – накинуть цифрового шума. А можно запариться капельку больше и добавить VHS-фильтры, имитирующие кассетные записи, или SRT-фильтры, косящие под старые экраны и мониторы. Или и то, и другое. И можно без хлеба. Важно не точь-в-точь повторить конкретную машину, а вызвать нужную ассоциацию. Так как Rental имитирует графику старых консолей, углублюсь в это еще немного. Взглянем на старые игры. Из-за ограничений того времени объектов в кадре минимум. Горизонт стыдливо прячут за туманом. Фиксированная камера или у скефов усиливают клаустрофобию. Авторы хорроров об этом, конечно же, знали и частенько использовали, хотя иногда такие приемчики проникали в шутеры, и тут уже не ясно, насколько осознанным был этот выбор. Как минимум, у скифов помогает сэкономить ресурсы, отрисовывать-то меньше. Все из-за тех же ограничений ресурсов у текстур маленькое разрешение. Они часто повторяются, реюзается все, что только можно и нельзя реюзать. А сейчас будет немного математики. Первая PlayStation не умела в дробные вычисления, поэтому часто использовали числа с фиксированной запятой. Уславливались, что отдают дробные части 8 или 4 бита. Число умножали на 2 в степени, которую выбрали, округляли и дальше использовали. Из-за округления картинка прям заметно дрожала. Сказал бы кто-нибудь другой. Но на деле формат хранения чисел больше влиял на скорость вычислений, чем на итоговый внешний вид. Настоящая причина дрожи, или как это еще называют фреймджиттера, отсутствие у графического процессора PS1 субпиксельной точности. То есть координаты, даже дробные, при отрисовке всегда округлялись до целого. Когда камера или объект двигались, координаты каждой вершины пересчитывались. Но так как дробная часть отбрасывалась, на экране это выглядело как вот то самое дрожание. В Rental дрожь не сильная, но присутствует. Особенно это заметно на текстурах и на дальних объектах. Еще одна особенность эпохи – афинное текстурирование. Текстура натягивалась на объект без учета перспективы, из-за чего эти текстуры все время искажались, плавали, вообще вели себя безобразно. В наше время и фреймджиттеры, и афинное текстурирование нормальные люди имитируют с помощью шейдеров и плагинов, а чуть более упоротые балуются математикой или флексят знаниями языка, на котором пишут. Зачем сейчас вообще такое имитировать? Потому
что ничто не передаст неустойчивость мира лучше, чем ходящие ходуном текстуры. Из-за низкого разрешения экрана и ограниченной палитры цвета текстур пачкались, и в итоге, даже если что-то выглядело ярким, оно все равно оставалось грязноватым. В эстетике Cute Horror любят сочетать темные и мрачные оттенки с пастельными. Особенно часто используют розовый, ведь это такой девчачий цвет. На мой канал посмотрите просто. На деле розовый это скорее читерство, чтобы вот быть максимально прямолинейным в том, что ты хочешь сделать. Но легко не значит плохо. Добавим жути младшему розовый бантик. Ну и гвоздь программы. Геометрия. Полигоны видны так отчетливо, будто сейчас они выскочат из экрана и выклюют тебе глаза. Формы ломаные, неестественны, особенно в 3D-платформерах. Дружелюбные, круглые герои, ведь что может быть дружелюбнее круга, в лоу-поле мире превращаются в гротескных монстров. Милые вещи тоже частенько круглые, так что закос под старенькое 3D уже превращает милоту в крепоту. Тебе придется измениться, жуть младший. Ты, возможно, скажешь, все это очень здорово, но далеко не все миломрачные штуки опираются на визуал старых игр. К чему это длинное отступление? И я отвечу, что это поможет нам осознать один из главных элементов эстетики. Ретро-картинка работает не только за счет ностальгии. Туман, дрожание, неровные формы и приглушенные цвета создают ощущение, будто действие происходит во сне. Все вроде бы похоже на реальность, но слишком от нее отличается и вызывает замешательство. Неправильность, нестабильность, сюрреалистичность – это то, что присуще большинству cute-хоррор штуковин, даже если они не опираются на имитацию PS1 визуала. Можно даже сказать, что они возводят это все в абсолют. Хотя старые игры временами ненарочно выглядят даже более пугающими. Или забавными. Хоррор невероятно легко превратить в комедию. Для этого даже стараться не надо. Наоборот, надо не стараться. И не говори, что ты никогда не угорал при просмотре дешевого фильма ужасов. Я все равно тебе не поверю. Это из-за того, как работают страх и юмор. Хичкок, мастер саспенса, показал, что страшно зрителю не когда на героя уже выпрыгнуло страшное чудище, а когда он знает, что чудище может быть где-то рядом. В Cute Horror опасность зачастую незрима. Ты не знаешь, откуда ее ожидать, но знаешь, что она есть. Будем честны, почти никто не играет в это вслепую. В то же время, смешное, как писал Аристотель, это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное. Смешное есть часть безобразного. Короче, если напряженный момент оканчивается какой-то ерундой, это вызывает смешок. Garbage day! Huh? No! Так как ошибка, искажение образа милого, как мы уже выяснили, один из важнейших элементов Cute Horror, то юморная часть отрабатывается сама собой. Хорроры нулевых полнятся забавными моментами. Чего только стоит концовка с собакой из Silent Hill 2. И современные игры, имитирующие тот стиль, не уступают. Rental – жутко забавная игра. И забавное здесь давлеет над жутким. Героиня наивно комментирует религиозные объекты. И это смешно. Список заповедей? Фу, скучная картина. Игра ломает четвертую стену и иронизирует над собой. Даже проход через дверь до анимации открытия ощущается уморительно. Только вот когда происходит нечто пугающее, мозг мгновенно переключается в режим ожидания опасности. Благодаря контрасту новый всплеск напряжения ощущается острее. Как по мне, все работы в стилистике Cute Horror существуют на грани между жутким и забавным. И действительно, если посмотреть на игры и мультфильмы в этом жанре, многие неплохо справляются с тем, чтобы улыбнуть. Так что не забудь свое чувство юмора. И давай как-нибудь перерисуем жуть младшего, чтобы он выглядел позабавнее. Теперь можно двигаться дальше.
Хорроров без звука не бывает, потому что без звука нет и шанса на то, что игроку станет хотя бы капельку страшно. Мрачную атмосферу можно задать с помощью низкочастотного гула, треска пленки, виниловых шумов, скрипов. Эффект реверберации придаст потустороннее звучание. Чтобы состарить звук, уменьшают битовую глубину. Это придает ему металлический оттенок. Снижение частоты дискретизации помогает сделать звук приглушенным. В 90-х музыку хранили вот в таких форматах. Они не похожи на MP3. Внутри них хранятся небольшие кусочки звуков и нотная запись, когда и какой кусочек сыграть. Когда файл запускается, программа собирает музыку прямо на ходу. Такие форматы занимают очень мало места, и сейчас некоторые инди-студии используют их для стилизации. Так как мы говорим не просто о хоррорах, а о милых хоррорах, замолвлю словечко и за эту часть эстетики. Для создания наивной атмосферы хорошо подходит ксилофон, детские синтезаторы, свистульки и блокфлейты. У этих инструментов простое, но яркое звучание. Звук музыкальной шкатулки считается достаточно милым. Но если немного его замедлить, становится зловещим. Тоже можно сказать о 8-битной музыке. Сама по себе она вызывает приятную ностальгию. Но при изменении тональности начинает звучать тревожно. Если взять любую мелодию и с помощью питчшифтинга понизить ее на несколько тонов, она становится жуткой. Проигрывание музыки задом наперед создает эффект неправильности происходящего. А резко прервавшаяся или внезапно заигравшая музыка может напугать не хуже скримера. Вообще, в принципе, скримеры это зачастую есть резко заигравшая музыка, но не суть. Частый прием для композиции из Qt Horror – модальное смещение. Это когда ты в мажорную композицию подмешиваешь аккорды из параллельного минорного ряда. В музыке тут же появляется тревожная нотка. Это использовалось, например, в Аморе, и в Доки-Доки. Я могла где-нибудь ошибиться в терминологии, потому что музыка не совсем моя сфера интересов. Так что если я где-то налажала, поправь меня в комментариях, пожалуйста. В любом случае, главное, что я пыталась донести, это важность контраста. Милая и страшная, мажор и минор, тихая музыка, прерываемая громким звуком, естественные звуки природы и синтетический писк. Контраст в музыке не менее важен, чем контраст в картинке. И в эстетике Qt Horror контраст проявляется кое-где еще. В Rental разработчики позволили себе роскошь почти полного отсутствия интерфейса. Благо, игра короткая. В игре есть субтитры речи персонажей и вопросительный знак над головой героини, возникающий, когда она проходит мимо интерактивного объекта. Все. Ни сохранений, ни целей, ни указаний, какие кнопки нажимать. Сперва я хотела разобрать, как подобный минимализм механик помогает создать нужную атмосферу, но в процессе поняла, что эта черта далеко не всех Qt Horror игр и, в принципе, эстетики. Но зато это навело меня на понимание, что всем работам жанра свойственна мнимая минималистичность.
Сам посуди. Просто детский мультфильм про зверушек, просто визуальная новелла про свидание, просто очередная игра на RPG Maker со слабым визуалом. Милые вещи всегда выглядят просто, иначе они перестают быть милыми. Жуткие вещи, напротив, часто гипердетализированы. Особенно хорошо это заметно на примере мультфильма «Кураж. Трусливый пес». Жуткие моменты нарисованы нарочито реалистично, тогда как весь остальной мультфильм выглядит совсем иначе. По факту, в Cute Horror может быть любая графика и музыка. Ранее я перечислила лишь часто используемые приемы, важнее всего для эстетики – способность скрыть сложное за ширмой простого. Веселые зверята натуралистично ломают конечности и истекают кровью. Девушка из Dead Sim в курсе, что всего лишь игровой персонаж. Минималистичная игра поднимает много философских и тревожных тем. Чтобы создать игру в стиле Cute Horror, достаточно, кажется, просто накинуть крови и гличи на что-нибудь розовое, но на самом деле есть много приемов куда изящнее. Cute Horror существует за счет контраста простоты формы и глубины содержания. Именно поэтому я смело заявляю, что мнимый минимализм – его главный прием. Вернемся к Жуть-младшему. Я подобрала несколько фанов, которые, как мне кажется, хорошо соответствуют тому, что я назвала мнимым минимализмом. В кадре мало объектов, но эти объекты такие, что сразу в голове возникает куча вопросов и предположений. Что здесь происходит? Кто так выставил эти манекены? Зачем? К тому же, все эти изображения имитируют фотографии, и это создаст дополнительный контраст с не слишком реалистичным котом. Я не добавила звуков, когда говорила о них, так что сделаю это сейчас. Возьму звук музыкальной шкатулки и каждую смену изображения буду его немного искажать. Первые 2 раза просто замедлю на 10%. Затем подложу низкочастотный гул. После накину питчшифтер. И в самом конце добавлю аналоговую задержку. Небольшое теплое эхо не повредит. В конец я решила вставить кадр с обедающей безголовой женщиной и надписью «Приятного аппетита». По задумке кот вышел из кадра и оказался за спиной смотрящего видео человека. И теперь эта женщина желает коту вкусно покушать, раз уж он наконец нашел еду. Понимаете? В предыдущих кадрах не было людей. Я знаю, что никто без объяснения этого не поймет, но и не надо. Cute Horror выгоднее, чтобы человек сам себе что-нибудь додумал. Или не додумал, потому что зачем вообще над таким думать? Что же получилось в итоге? Это, конечно, не игра, но, думаю, мне удалось попасть в эстетику. А тебе, надеюсь, было интересно послушать весь этот временами технический трёп. По крайней мере, мне вот было интересно в этом копаться. Так что я точно не пожалею, даже если этот ролик наберет очень-очень мало просмотров из-за никому не нужной темы. Улыбнись своему монитору, может, кот в нем перестанет плакать. А вот на сегодня и все. Заходи в мою телегу, там уютного. Если богат и щедр, то можешь поддержать меня на Бусти. Там ролики выходят раньше и без цензуры. Все ссылки в описании. Огроменное спасибо тем, кто уже отблагодарил меня своими кровными. Это дает мне мотивацию и силы продолжать. Спасибо за просмотр и пока!